President Putin, thank you for speaking with us. Thank you. I am going to get to some specifics about the summit in a moment, but let's begin with the big picture. President Trump said in his news conference that our relationship has never been worse, but that changed a few hours ago. How has the relationship, big picture, between the U.S. and Russia changed today? Ну, вы знаете, прежде всего, наверное, мы должны быть благодарны нашим помощникам, сотрудникам, которые на протяжении последних месяцев работали друг с другом, и не только в ходе подготовки нашей сегодняшней встречи. Я имею в виду работу наших служб по различным направлениям, чрезвычайно чувствительным как для Соединенных Штатов, так и для России. Но прежде всего это борьба с терроризмом. Мы сегодня с президентом Трампом отмечали, что терроризм представляет большую даже угрозу, чем это кажется на первый взгляд. Ведь если, не дай бог, произойдет ужасное, что они доберутся до каких-то средств массового уничтожения, это может привести к ужасным последствиям. И наши военные, наши спецслужбы все-таки выстраивают отношения по этому важнейшему для наших стран направлению. Примером того может служить наше сотрудничество в Сирии, хотя там тоже у нас неполное понимание есть того, что и как нужно делать глобально. Но тем не менее сотрудничество идет и на военном уровне, и на уровне спецслужб. Это касается вопросов, связанных с нашей работой по терроризму в широком смысле этого слова. Затем в 2021 году заканчивается действие договора СНВ-3. Что с этим делать дальше? Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, пролонгации. Но, конечно, мы должны говорить о деталях. У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняет этот договор, но это предмет переговоров на экспертном уровне. Мы говорили также о иранской ядерной программе. Мы говорили о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в Северной Корее. Я уже отмечал, хочу еще раз повторить, считаю, что президент Трамп сделал очень много для урегулирования этого кризиса. Но для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии. И Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться. Поэтому можно констатировать, что вот по всем этим, да и по некоторым другим важнейшим для нас направлениям, в целом мы находим взаимопонимание. Это дает нам право говорить, что вот за время нашей сегодняшней работы многое изменилось в лучшую сторону. But do you see the summit as a turning point, an end of the effort by the West in recent years to isolate Russia? Ну, вы видите, что эти усилия успехом не увенчались и не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности, да и в экономике, имея в виду, скажем, энергетическую составляющую мировой экономики, как минимум. Ну вот, мне кажется, что понимание того, что то, что нас объединяет, и того, над чем мы должны работать совместно, все-таки приводит нас к мысли о том, что нужно прекратить вот такие попытки бороться друг с другом, а наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей в борьбе с общими озабоченностями, по преодолению этих общих озабоченностей. Так что я считаю, что это начало пути, и это старт, на мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт.
Mr. President, one of the issues that is standing in the way of more progress, as you know, are the allegations of Russian interference in the U.S. election. You have repeatedly said, and you said again today, that this was not the action of the Russian state, that if it was anything, it was patriotic Russian individuals. I have here the indictment that was presented on Friday from the special counsel, Robert Mueller, that says that 12 members of Russian military intelligence, the GRU, and they talk specifically about units 26-165 and 74-455. They say, you smile, let me finish. They say that these units were specifically involved in hacking into Democratic Party computers, stealing information, and spreading it to the world to try to disrupt the American election. May I give this to you to look at, sir? Here? Да, положите, пожалуйста. Да. Значит, позвольте мне, отвечая на ваш вопрос, начать с другого. Вот смотрите, все говорят о каком-то мнимом вмешательстве России в предвыборную кампанию и в ход избирательной кампании. Я уже говорил это в 2016 году и хотел бы сейчас повторить. И хотел бы, чтобы американские зрители ваши услышали мой ответ. Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Второе. Сейчас. But sir, this is the indictment. It shows, I have 12 names here. It talks about specific units of the GRU, Russian military intelligence. Is the GRU not part of the Russian state? Я сейчас вам отвечу. Наберитесь немножко терпения. Вы получите полноценный ответ. Значит, вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выборы миллионов американцев? Это просто смешно, понимаете? I'm not asking whether they influenced, I'm asking whether they tried. Я сейчас отвечу. Вот это во-первых. Все-таки, если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. Right. Это первое. Второе. Вот я говорил в 2016 году, хочу повторить сейчас. Ведь о чем там шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов Демократической партии. Там что? Была какая-то подтасовка фактов? Вот это чрезвычайно важная вещь. Я хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию. Нет. Вот те хакеры, о которых говорилось все время, я сейчас к этому вернусь, не переживайте. Они вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все. И руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, вот это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах. И извиниться перед избирателями за то, что это было сделано. А не искать виновных, которые якобы это сделали. Just a moment, please. И дальше. Теперь по поводу вот этих вот вещей. Я уже говорил на пресс-конференции, могу повторить. Вот сейчас господин Миллер... Mr. President, may I just say, you're indicating that they stole real money, not counterfeit money. So are you saying it's okay because of the facts that they took from the DNC, from John Podesta, it was their real emails, so it's okay to hack and spread this information out and interfere with the election? Послушайте меня. В той информации, о которой я знаю, нет ничего ложного. Там все правда, и руководство Демпартии это признало фактически. Это первое. Второе. Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите, я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения. Значит, теперь, что касается конкретных обвинений. Ну, прежде всего, господин Миллер предъявил обвинение одной из наших компаний.
который занимается мелким бизнесом, прежде всего ресторанным бизнесом. Я уже говорил об этом. Вот теперь эта компания наняла американских адвокатов и защищает свое имя в американском суде. Американский суд пока ничего не обнаружил, никакого вмешательства со стороны этой компании. Вы знаете об этом или нет? Но пусть об этом узнают миллионы американцев. Теперь по поводу вот этих вот граждан, которые здесь указаны. У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам. И он действующий договор 1999 года. Он работает. И, кстати говоря, эффективно. Я сегодня приводил пример этой эффективной работы. Но почему бы господину Миллеру и его коллегам... Почему бы господину Миллеру и его... Нет, я договорю. Нет, вам на этот раз не удастся. Вы это делаете. Почему бы господину Миллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? Более того, наши следователи российские в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает. Я же об этом сказал. Но почему этого до сих пор не сделано? Ни по одной позиции. Меня это просто удивляет. К нам никто официально ни с чем не обращается. А просто все вот это используется во внутриполитических делах. Robert Mueller issued this indictment 3 days before you and President Trump met here at the summit? Мне это абсолютно неинтересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. А, кстати говоря, то, что это используется во внутриполитической борьбе, это для меня очевидно. И это не делает чести американской демократии, потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. А по этому факту я вам уже сказал. Пожалуйста, официальный запрос. Do you think that Mr. Mueller is trying to sabotage the relationship? Я не хочу давать оценок его работе. Это не мое дело. Пускай Конгресс это делает, который его назначил. Кстати, суд усомнился в том, что господин Миллер был назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в суде американском, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело. Пожалуйста, разберитесь в этом сами. Что касается подозрений и обвинений, есть предусмотренный договором процедура, обращайтесь в рамках этих процедур. May I move on, sir? Конечно, пожалуйста. I thought the news conference today, my opinion, was a bit curious because President Trump spent more time criticizing the Democrats and asking about the Democratic server than he did in criticizing Russia and asking about the GRU. There are many theories in the United States about why President Trump is so reluctant to criticize you, and I'd like to ask you about a couple of them. One is that you have something on him, compromise. The other is that as a skilled politician and a former KGB officer, you know how to play him. You use phrases like fake news and deep state. And my question is, do you find President Trump easy to deal with? Значит, что касается, первое, что касается, почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться и ехать в Хельсинки, ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилететь, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Это первая часть моего ответа. А вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата. И быть не может. Я не хочу обидеть господина президента Трампа. И боюсь показаться невежливым. Но до того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты,
он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Это просто чушь. Вы понимаете, вот я уже говорил сейчас на пресс-конференции, в Петербург приехало 550 крупнейших американских бизнесменов. Каждый из них, наверное, является более крупным, чем господин Трамп. И вы что думаете, мы тотально за всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? Во-первых, мы этим не занимаемся, в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. А во-вторых, у нас и денег столько нет. Нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это просто не входит в наши планы, это невозможно. И ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали. I'd like to ask you a couple of specific questions about NATO. If NATO were to move to add either Ukraine or Georgia to the alliance, how will you respond? Отрицательно. Ситуация в НАТО складывается следующим образом. Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений. Конечно, там консенсусом все принимается, но до принятия консенсусных решений на площадке организации Североатлантического договора с членами, отдельными членами НАТО, можно ведь работать на двусторонней основе. Что и было сделано с Польшей, что и было сделано с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США. Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу. И мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно. Secondly, there are two major NATO exercises later this year, Anaconda and Trident Juncture. Did you and President Trump discuss those, and did he give any indication, as he did with Chairman Kim of North Korea, when he agreed to stop participating in war games, did he give any indication that the U.S. might not participate in these two NATO operations? Нет, мы это не обсуждали. Хотя, конечно, это нас беспокоит, ведь сейчас инфраструктура НАТО расширяется, увеличено количество военнослужащих натовских в тех районах, в которых их быть не должно, на 10 тысяч человек. Не должно быть, их там было бы в соответствии с основополагающим документом, выстраивающим отношения между Российской Федерацией и НАТО. Это, конечно, дестабилизирующий фактор, мы его должны учитывать в наших отношениях, но сегодня мы с президентом Трампом об этом не говорили. I want to ask you about Russia's involvement in Syria. According to independent monitors, since the civil war began in 2011, more than 500,000 people have been killed, and Russia has bombed civilians in Aleppo and Ghouta. No qualm about killing innocents? Вы знаете, когда идет война, а это самое ужасное, что может быть между людьми, то, конечно, жертвы неизбежны. Всегда встает вопрос, кто виноват. На мой взгляд, виноваты террористические группировки, которые дестабилизировали ситуацию в этой стране. Это ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и им подобные. Вот они являются виновниками. Именно так отвечают американские военные, когда они наносят удары по гражданским объектам в Афганистане, в Ираке, либо в какой-то другой стране. И в целом, хотя кому-то может показаться это спорно, но в целом ведь это правда. Что касается Сирии непосредственно, американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Вот мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Но и думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. И очень бы хотелось, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были бы реализованы. But the UN Commission
that is investigating Syria says, and I quote their words, there was deliberate targeting of civilians by Russian pilots flying Su-24 and 34 military aircraft. Вы знаете, это все подлежит проверкам и оценкам. Но я хочу вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Ракка. Самолеты, которые наносили удары по этому городу, пилотировались We can't talk about Aleppo and Ghouta? Нет, мы можем говорить и об Алеппо, и Гута, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Окей? I don't think that there has been the bloodshed in Raqqa, that there was the hundreds of thousands of people who were killed in Aleppo and in Ghouta and in the entire civil war, 500,000 people. By some estimates, 20,000 children have been killed by the Assad regime and his supporters in Moscow. Are they terrorists? Вы глубоко заблуждаетесь, и мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Раке погибло огромное количество мирного населения. Рака стерта с лица земли. Это руины сплошные. Они напоминают Сталинград времен Второй мировой войны. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Повторяю еще раз. Вина лежит на тех людях, которые руководствуются соображениями террористического характера и используют мирное население в качестве заложников. At the G7 summit, President Trump reportedly told the other leaders that Crimea might as well be Russian because everybody there speaks Russian. Did he give you any indication that at some point, not today, but at some point he might recognize Russia's annexation of Crimea or lift sanctions or move to bring Russia back into the G7, now the G8, all of which happened as a result of the annexation of Crimea? Во-первых, хочу вас поправить. Присоединение Крыма к России не является аннексией, потому что единственная форма демократии – это волеизъявление людей, проживающих на определенных территориях. Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия? Это во-первых. Во-вторых, мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым – это часть украинского государства. Он мне сегодня об этом еще раз сказал. Я ему сформулировал нашу позицию, которая близка к тому, что я сейчас транслировал вам. На этом наша дискуссия по Крыму завершена. All right, we're running out of time anyway. Let's move on. Last year, Defense Secretary Mattis said that Russia is the greatest threat. Russia is the greatest threat to the United States. And he has since made it clear an even greater threat than terrorism. In March, you introduced a new generation of Russian missiles, including what you called an invincible missile, you said, that could evade, defeat all of our missile defenses, and you even released a video that showed this super missile flying over the United States and hitting Florida, very near where President Trump's estate is at Mar-a-Lago. Aren't you escalating the arms race, and aren't you being deliberately provocative? Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательно смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены на... It shows Florida. Это нет, там не было написано Флорида. Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано Флорида, и даже непонятно. Там было понятно, что летит на другую сторону шарика. Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите. Внимательно смотрите. А не пугайте свое население
угрозами, которых не существует. Теперь по поводу самих ударных систем. Да-да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик. Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе. Они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока не видим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления. И мы услышали ответ, я уже много раз об этом сказал, для американских зрителей, повторю еще раз, мы услышали ответ. Система ПРО нами, американцами, делается не против вас, а вы делаете, что хотите. Мы будем исходить из того, что это не против нас. В 2003 году или в 2004 я публично уже сказал об одной из этих систем. Никакой реакции не последовало со стороны американских наших партнеров. Вот мы сейчас это все сделали и продемонстрировали, и показали, что у нас это есть. Но это предмет переговоров. Мы надеемся, я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон. В том числе это касается, кстати говоря, и ракет средней и меньшей дальности. I have limited time. I'd like to ask you about the alleged INF violation, but I want to move on and ask you three final questions about Vladimir Putin. When you were first elected in the year 2000, you were portrayed as a democratic reformer. You talked about the value of European culture, and you did not even rule out becoming a part of NATO. What happened? Ну, во-первых, со мной ничего не изменилось. Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации, уже будучи взрослым человеком, как известно. А в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются. Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на восток двумя волнами. Когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном русские должны знать, это точно. Расширение НАТО на восток за границы Германии на восток не будет. Двумя волнами все произошло. Несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наши возражения. Мы просили не выходить из договора про противоракетной обороны? Нет. Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке. И несмотря на наше предложение не делать этого, поработать совместно, все это было отклонено. Есть и другие примеры. Ну, например, это события в Югославии. Вы знаете, что и президент Ельцин категорически возражал против военных операций, которые не были санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. А это единственный способ применения вооруженных сил легальным образом. Нас никто не послушал. Были и другие примеры, которые ухудшали наши отношения. Скажем, вот распространение американского законодательства за пределы американских национальных границ. Санкции различные и так далее. Это же мы, что ли, вводили? Это же вы это сделали. Вот вы меня спросили про Крым, про Украину. Но это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение Конституции Украины. Не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет. Да, мы понимаем, там сложные процессы, но не таким же образом их нужно решать. Причем где? Прямо у наших границ. Поэтому со мной это ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать. You say nothing happened to you, but I need to ask you domestically, not internationally, domestically inside Russia. Why is it that so many of the people that oppose Vladimir Putin end up dead or close to it? Former Russian spy and double agent Sergei Skripal, the victim of a nerve agent attack in England. Boris Nemtsov, a political opponent, gunned down near the Kremlin. Investigative reporter Anna Politkovskaya.
murdered in an apartment building. Why is it that so many people who were political enemies of Vladimir Putin are attacked? Ну, во-первых, у нас у всех много политических противников. И у президента Трампа много политических противников. Возьмите любого человека, который занимается But they государством. don't end up dead. Но не всегда. А вас что, президентов не убивали, что ли? Это вы подзабыли об этом, что ли? Кеннеди где убили? В США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, там, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем. А то, что в России происходят криминальные проявления, так да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И здесь много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают. Но вы сказали про Скрипалей. Значит, мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то документы на этот счет, хотя какие-то материалы, ведь никто конкретного ничего не говорит. Так же, как в случае обвинений нас во вмешательстве в политические процессы в США. Ведь ни одного документа не дали. Теперь вот мы слышим, что еще 2 человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют новичком. Но я даже фамилии этих никогда не слышал. Ну что это за люди? От чего они пострадали? Почему? Какое она... Supposedly they picked up the bottle that was used to attack Skripal. May I ask you one last question, sir? Ну, послушайте, нет, давайте мы с этим разберемся. Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых люди эти пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании? Но с этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословное обвинение. Это просто, не знаю, ну зачем? Зачем ухудшать наши отношения? Мы и с Великобританией хотим их выстраивать должным образом. Finally, I know one of the reasons that you wanted to do this interview was so that people in the United States and the West could get a better understanding of the real man. You are often portrayed as a strong man, an autocrat, a person who is a symbol of Russia's strength. Are those fair characterizations of you, sir? Я не претендую на то, чтобы быть символом России, но с точки зрения действующего закона, флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны. И не только России, но и любой другой страны. Надеюсь, что моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что она готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. Вот я уже говорил по поводу экономики. Но смотрите, я господину Трампу приводил эти примеры. Сейчас на нашем рынке, скажем, европейцы продают товаров в год на 100 миллиардов долларов. Плюс еще на 50 миллиардов продают услуг. Китай продает на нашем рынке примерно 57 товаров на 57 миллиардов долларов. А США, знаете на сколько? На 12. А услуг на 5. Вот это результат вашей политики, в том числе санкций. Ну кому это нужно? Вы выгнали свои компании крупные с нашего рынка. Они ушли и уступили место конкурентам. В том числе в крупных проектах, в которых они были крайне заинтересованы. Потому что деньги даже вложили. Потеряли даже деньги там некоторые. Ну зачем? Мы заинтересованы в развитии отношений и в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодоления кризисов, борьбы с терроризмом и в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении. Mr. President, thank you. Thank you. Thank you for talking with us. Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you to you.